Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал. Ну, а мы продолжаем овощную тему. Ну, что поделаешь, время такое, надо пользоваться. И сегодня это будет кабачки. Приготовим необыкновенную вкуснятину, закуску из кабачков. Приступаем! Ну, с кабачков и начинаем. У меня тут два таких красавца. Я их чистить не буду, а буду нарезать кольцами. Нет, не кольцами, шайбами. Примерно вот, сантиметр, будем говорить, толщиной. Сильно тонко не надо. Кабачки нарезала. Теперь у меня тут уже разогретая сковорода, даже две. Налила немного растительного масла, вот так вот. Это выглядит. Чтобы быстрее было, буду на двух делать. Больше с кабачками я ничего не делала, не солила, ничего. И выкладываем их на сковороду. И будем обжаривать наши шайбочки кабачковые до румяности с каждой стороны. Ну а пока кабачки обжариваются, время терять не будем, приготовим самое главное – соус. Для соуса беру 350 грамм мацони. Ребят, можно использовать греческий йогурт, можно использовать сметану. Это что у вас есть, что вы любите. Я вот предпочитаю мацони. Выкладываем в миску. Теперь берем зелень. У меня кинза и зеленый лук. Можно использовать укроп. В общем, все, что вы любите, это все, что у вас есть под рукой. И нарезаем. Нарезанную зелень отправляем к мацони. Не забываем про наши кабачки. Смотрим. Отлично. Они уже поджарились с одной стороны. Просто прекрасно. Мы их переворачиваем. Возвращаемся к соусу. Перемешиваем это все, эту всю красоту. Необыкновенно у нас летняя, свежая, да, Андрей? Ой, шикарно. История вот эта вот. Сейчас бы еще окрошечки добавить. Так, окрошечки. Дело дойдет. Дальше чеснок. Чеснок буду натирать на терке. Количество чеснока, ребят, регулируйте сами по вашему вкусу. Мы любим почесночнее, поэтому я думаю, глоточка 3-то я добавлю. Чеснок есть. Сразу дает свой сногсшибательный, хороший в смысле слова, аромат. Дальше огурчики. У меня маринованные корнишоны, и буду их также натирать на терке. Добавила 4 вот таких вот корнишона. Перемешиваем. И теперь буквально щепотка соли. Все, достаточно. Все, ребятки, наш соус готов. И кабачки наши почти дожарились. Наши кабачки поджарились с двух сторон, стали мягкими. И выкладываем их на бумажное полотенце. И дальше закладываем в следующую партию. Ну что, друзья, кабачки пожарились. Вы посмотрите, какая красота у нас получилась, невероятная. Ну что, заканчиваем наше чудесное блюдо. Кабачки выложила в форму, в которую вы будете подавать. На том этапе, когда вы сняли кабачки и положили их на салфетку бумажную, их можно посолить и при желании поперчить. Я это уже сделала. Ну и что, берем наш соус и покрываем им кабачки. Все, закуска из кабачков
готово. Просто, быстро. Ну и, конечно, очень вкусно. Сейчас попробуем. Ну что же, попробуем. Так, соус. Это невероятно бомбическое, летнее, свежее блюдо. Кабачки получились идеальной консистенции, они чуть-чуть хрустящие внутри. Потрясающая ароматная золотистая корочка. Ну а соус – это фишка этого блюда, это невероятный взрыв свежести и легкости. Так что очень вам рекомендую, прекрасно и для каждодневного употребления, так как это очень быстро делается, ну и на праздничный стол тоже вполне себе подойдет. Ну что, всем добра, удачи, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем добра, до новых встреч, до новых вкусных рецептов. Пока-пока!